Привет, Юрая. Как ты? Как дела? Хорошо, хорошо. Добро пожаловать в Сакраменто. Рад быть в Калифорнии. Завтра для тебя большой день. Еще один турнир A1 Combat. Абсолютно. Мы продолжаем двигаться. Это будет уже наш 37-й турнир. Жду выступления тех талантливых ребят, которые будут драться. Плюс сейчас в городе вокруг ММА огромный ажиотаж. Так что, да, неделя будет сумасшедшая. Наш общий друг сказал мне, что сюда даже ребята из UFC приедут. Возможно, Шон Шелби и Хантер Кэмпбелл. Да, мы пригласили обоих, и я думаю, они будут здесь. Для бойцов это просто отлично, когда такие люди смотрят на тебя. Так что очень жду, будет отличный турнир. Проблема в том, что откуда я родом, люди обычно не знают, что такое A1 Combat. Как бы ты описал свой промоушен? Это профессиональный промоушен высокого уровня. У нас выступают бойцы со всего мира, хотя в основном мы работаем в США. И если еще ближе ко мне, то в Калифорнии. Мы проводим турниры по всей Калифорнии. У нас топовые таланты. Уже пару лет мы на UFC Fight Pass. Конкретно этот турнир — часть нашей Prospect Series. Мы собираем лучших любителей со всего штата. Делаем полностью забитый карт. В общем, просто устраиваем бои. Лучшие бои, которые только можем. То есть это как возможность для молодых бойцов из Team Alpha Male набраться опыта, начать строить профессиональный рекорд в ММА. Нет, конкретно на этом турнире будут бойцы из самых разных команд. Много ребят из AKA, бойцы из лагеря Ника и Нейта Диасов, ребята из Южной Калифорнии, есть и из других штатов. Для наших бойцов это тоже здорово, потому что турнир рядом с домом. Вообще, у нас очень много профессиональных боев. Очень много. Но конкретно этот турнир — это любители самого высокого уровня. То есть дело не только в твоем зале, это турнир для всех. Да, мой зал тут ни при чем. Тут выживает сильнейший. И кто станет сильнейшим? Ну, не я это решаю. Один выходит против другого, и в итоге побеждает сильнейший. Давай про твой зал. Team Alpha Male. Что он из себя представляет? Мы знаем тебя как очень сильного грэплера. То есть твой зал больше про борьбу, грэплинг или... Ты же знаешь Славу Борщева? Конечно. Ну вот, Слава. Джоша Эмита знаешь? Конечно. Коди Гарбранд. Ти-Джей Дилла-Шоу. Сонг Едонг. Сонг Ядонг. Много ребят, которые рубятся в стойке. Так что наши бойцы умеют все. Это смешанное единоборство. Мой первый бой был в 2003 году. То есть 23 года назад. И у меня борцовская база. И борьба всегда была важной частью нашей команды. Но прошло уже 23 года. Теперь мы бойцы ММА. Мы умеем все. Отлично боремся, занимаемся джиу-джитсу, работаем в стойке. Лично я сейчас, когда стал постарше, обожаю джиу-джитсу. Для меня сейчас это любимая тренировка. Я до сих пор ради удовольствия соревнуюсь на высоком уровне. В борьбе, джиу-джитсу, боевом джиу-джитсу. Наша команда одна из лучших в мире. Практически каждую неделю кто-то из нас дерется на самом высоком уровне. И результаты у нас отличные. Когда я готовился к интервью, я погуглил твой зал и нашел информацию, что вы регулярно приглашаете ребят из России, особенно из Чечни, чтобы они вам помогали. Кто эти ребята и вообще правда ли это? У нас вообще смесь талантов со всего мира. Азербайджан, Чечня, Дагестан, Украина, Россия, Китай, Япония, Австралия, Бразилия, Либерия. Назови страну, скорее всего, у нас есть оттуда боец. Есть ирландцы, шотландцы, ребята из Марокко, парни из Бельгии. У нас люди со всего мира. Тогда назови 3 таланта из своего зала, за которыми нам нужно следить. Есть Айзек Томпсон. Он уже провел один бой в UFC на коротком уведомлении. Ему 23 года, он из Австралии. Хороший, воспитанный парень. Отлично разговаривает. И он с нами еще с подросткового возраста. Ну, я думаю, что скоро о нем будут все знать. Уверен, ты знаешь Ванг Цунг, Джокера. У нее есть победа над Шевченко в кикбоксинге почти 13 лет назад. И она быстро поднимается по рейтингу. У нее всего одно поражение. А в последнее время она просто разрывает всех. Одна из лучших на планете. И еще Джозеф Моралес. Сейчас его второй заход в UFC. Он со мной с 9 лет, сейчас ему 31. Он дольше всех находится в нашей команде. 8 лет его не было в UFC. Еще с тех времен, когда мы собирались убирать наилегчайший дивизион. Сейчас он вернулся, выиграл ТАФ. Идет на серии побед, будет драться с Морено на UFC ночи. И
Как я сказал, он со мной с 9 лет. И думаю, скоро он пойдет за титулом. Хорошие достижения. Один из сильнейших бойцов твоего зала скоро будет драться в Китае с нашим парнем, Умаром Нурмагомедовым. Ну, во-первых, ты летишь в Китай, чтобы поддержать его? Да, улетаю в воскресенье. Так что у меня еще пару дней, потом долгий перелет в Китай. Конечно, я там буду в углу. И я недавно видел Умар... А нет, Усман. В общем, я видел его брата в Филадельфии, когда секундировал Аралбая. Да, и после Филадельфии он полетел В Китай, да. Да, он полетел в Китай, чтобы поддержать брата. Так что да, я видел его, мы поговорили. Теперь увижу его по другую сторону клетки, когда буду секундировать нашего парня. У нас есть Сумуда Эрци, который раньше входил в топ-10 в 125 фунтах. У нас есть Янь Сяонань, которая дралась с Вейли за титул. Она будет драться в Комэне, так что работы будет много. Я помню, как Хабиб, кажется, на UFC 311, и у Хабиба тоже было 3 бойца в карде, и он говорил, что он был просто без сил. Да, это реально выматывает. Думаю, я буду главным секундантом Сонга. Ян дерется прямо перед ним, поэтому там главным будет Дэнни Кастильо. Сумуда Эрци выступит раньше, так что непосредственно в углу я буду у двоих. Я понимаю, что Сонг твой парень, но как пройдет его бой с Умаром? Думаю, будет отличный бой. Если честно, в стойке мало кто способен так давить на соперника, как Сонг. Поэтому предполагаю, что план другой стороны — перевести его вниз. Но у Сонга высокий уровень грэпплинга. В прошлом бою ты видел, как он одержал большую победу сабмишеном над Дэйвисоном Фигуэредо, двукратным чемпионом мира. И Сонг довольно легко его засабмитил, когда бой дошел до борьбы. Сонг сделал просто огромный прогресс в этой области. Он любит бороться. Конечно, нокаутировать людей ему нравится больше. Но думаю, планы обеих сторон здесь довольно очевидны. А мы готовы и хотим проверить себя везде. Это будет претендентский бой? Абсолютно. Это претендентский бой. Если посмотреть бой Сонга с Омели, можно очень уверенно спорить, что мы тот бой выиграли. То же самое с Петром Яном. Там буквально тейкдаун за 20 секунд до конца решил все в пользу Петра. Хотя, на мой взгляд, он проигрывал тот раунд. Тот бой спокойно могли отдать нам. Так что в моей голове у Сонга есть победа над Омели и над Петром Яном. Просто Сонгу нужно собрать все воедино и сделать так, чтобы остальные тоже увидели это. Но он один из лучших на планете. И он это докажет. Этот бой вообще должен был состояться 1,5 года назад, в Тампе в 2024-м. Но там была какая-то мутная история. Они сказали Умару, что Сонг травмирован. Сонгу сказали, наоборот, что травмирован Умар. Что на самом деле там произошло? Нам сказали, что Умар не хочет этот бой, и потом они... нам сказали, что он травмирован. А через 2 недели объявляют, что он дерется с Мирабом. И для нас это было очень странно. Мы хотели этот бой и были готовы его принять. Потом он, конечно, проиграл Мирабу. Но в каком-то смысле все даже хорошо получилось, потому что за это время мы тоже выросли. Сонг из тех парней, которые постоянно хотят становиться лучше. Он очень много делает, чтобы развиваться, и каждый следующий бой проводить по-другому. Так что в итоге столь большой промежуток между первой возможностью провести этот бой и тем, что будет сейчас, даже пошел нам на пользу. У тебя у самого тоже намечается большой бой с россиянином, с Арманом Царукяном. Он недавно сказал, что 8 октября у вас будет грэпплинг-матч. Это правда? Это то, чего хочу я, это то, чего хочет он. Теперь все зависит от UFC BJJ. Еще ходят слухи, что я могу встретиться с Мирабом в РАФ. Так что, может, Мираб 3-го, Арман 8-го. Мне 47 лет, я наслаждаюсь жизнью. Рискнем, детка. Да, тебе 47 лет. Ты делаешь это ради удовольствия? Ты хочешь себе что-то доказать против топовых бойцов UFC? Или дело в деньгах? Это 100% ради вызова. Деньги у меня есть, слава богу. Конечно, лишними они не бывают, но здесь речь не о каких-то гигантских гонорарах. Все ради удовольствия. И ради вызова. Грэпплинг — единственный вид тренировок, который мне нравится. Я не тягаю железо, не бегаю. Просто пару раз в неделю борюсь. И я стал в этом реально хорош. И даже после завершения карьеры я прогрессирую. Потому что сейчас у меня есть время постоянно учиться, развиваться, а не просто думать о победе. Когда я выступал в ММА, никто не мог контролировать меня в партере. Я сначала хотел сказать, что меня вообще не переводили. Не, переводили. Но никто меня не мог удерживать.
За 46 боев меня ни разу не засабмитили. А еще у меня долгое время был рекорд по количеству сабмишенов. По-моему, в ММА у меня 18 сабмишенов. Я засабмитил много парней, которых до меня никто не сабмитил. В том числе высокоуровневых черных поясов. Так что грэпплинг — это моя игра, моя страсть. И мне это нравится. Арман намного крупнее тебя. Очевидно, он не будет много гонять. В прошлый раз у вас было 13-1. Извини, что напоминаю. Почему теперь все будет иначе? Было 13-1? Да, кажется. А, ты про счет? Да, счет. А, ну так то была борьба. Сейчас же не борцовский матч, сейчас джиу-джитсу. В борьбе все строится на очках. Вытолкнул человека за пределы ковра, очко. Другое действие, очко. Мне пришлось надеть борцовки. Я 22 года не выступал в обуви, а здесь пришлось. И в первом раунде я поскользнулся, а он сделал там какой-то небольшой переворот. В общем, борьба — это то, чем я не занимался 22 года. Но мне предложили, я сказал, да, погнали. А грэпплинг — то, чем я занимаюсь постоянно. Мне все равно, если соперник крупнее. Я не боюсь соревноваться техника против техники. И в джиу-джитсу я совершенно точно более техничный. 1000%. И с силой у меня никогда проблем не было. Спроси Армана, когда я встретил его в Филе. Он сказал мне: чувак, у тебя какая-то сумасшедшая генетика. Он сказал: ты, блин, такой сильный. Я ответил: ну это правда, да. Я коренастый, плотный, крепкий. Поэтому мне интересен любой подобный вызов. Очень скоро наступит момент, когда я уже физически не смогу этим заниматься. Поэтому занимаюсь сейчас. Если этот бой будет в UFC BJJ, можем ли мы увидеть тебя там надолго? Может быть, даже в матче за пояс? Не думаю. У меня много других дел. Я управляю A1 Combat. Один из главных трамплинов в UFC. У меня своя команда, недвижимость, дети. Им 5 и 7 лет. Я просто развлекаюсь. В моей жизни и без того дофига всего. Это просто результат того, что я вложил огромную часть жизни в то, чтобы быть очень хорошим в одном деле. И теперь говорю себе: эй, давай рискнем. Но, с другой стороны, если тебе предложат, например, Эндрю Текета или Майки Мусумечи, согласишься с ними подраться за пояс? Потому что с ними вообще никто не хочет выходить. Если честно, я однажды час без остановки боролся с Майки Мусумечи, как правильно произносится его фамилия. И для меня это прошло не очень хорошо. Он как чертов 3D-принтер. Двигается вот так, потом вот так. Да, чем больше мы боролись, тем лучше у меня получалось. Но я скажу так, я боролся с огромным количеством сильных ребят. Он на другом уровне. Согласился бы на матч с ним? Конечно. С Текетом я тоже много боролся. С ним бы тоже выскочил. Но расклад был бы не в мою пользу. Давай от BJJ снова вернемся к борьбе. Какая школа борьбы сильнее, американская или российская? Мне неприятно признавать, но исторически российская. Хотя сейчас это уже не просто Россия. Есть Дагестан, Украина. Все разделилось. А раньше российские борцы доминировали вообще во всем. При этом у них была репутация, что они немного жульничали. Были проблемы на Олимпиадах, все эти истории. Я не говорю, что так каждый делает, конечно. Но был, например, турнир в Тбилиси, и мой тренер, он занял там то ли второе, то ли третье место. Третье, кажется. Но он говорил, что поскольку от каждой стороны мог выступать только один человек, официально он третий, но по факту был 10-м, потому что с 1 по 9 были русские. Ну, что есть, то есть. Да даже сейчас, если смотреть чемпионаты мира по борьбе или что-то такое, болгары, парни из других стран Европы, из Америки, да у половины фамилий дагестанские. Да, в общем, они знают, что делают. А теперь немного про ММА. Твой последний бой был против Петра Яна, и после него ты сказал, что Петр станет чемпионом. Да, я понимал это еще до того, как вышел против него. Впервые мы встретились, кажется, в Сингапуре. Он там дрался с еще одним моим бойцом, Цуёси Сихарой. И Петр подошел ко мне и такой: «Фейбер, а можно сфотографироваться?» Потом он сказал: «Я чуть не приехал к вам тренироваться, но в итоге не получилось» и так далее. И уже тогда я почувствовал от него энергию, которую мне хотелось проверить. Знаешь, такая альфа-штука. Ты видишь другого мужика и хочешь понять, так, кто здесь главный? И это ощущение у меня появилось с первой встречи, хотя я уже тогда завершил карьеру. Поэтому, когда появилась возможность с ним подраться, я захотел это сделать. Мне вообще нравится эта история со связью поколений. Я дрался с Иваном Минхеваром, который дрался с Джорджем Сен-Пьером. Дальше Биджей Пен, Дженс Пулвер, Мэтт Хьюз. И можно продолжать эту цепочку, где все каким-то образом связаны друг с другом. И вот я подрался с Яном. Он стал чемпионом. И потом он будет драться с кем-то, когда ему будет 40. И в итоге я через одно рукопожатие окажусь связанным с бойцом в отрезке в 70 лет.
И мне это нравится. Так что, когда мне дали бой с Петром, я сразу подумал, будет тяжело. И когда я увидел в зале Джаслин с моей дочкой, они были в первом ряду, я сказал, эй, вижу вас, пересядьте куда-нибудь подальше. Я сказал, там будет некрасиво. Но бой мне понравился. Но они смотрели бой или все-таки ушли? Они начали в первом ряду, но потом пересели подальше. Моей дочке был примерно год, и я подумал, не хочу, чтобы меня разнесли, моя кровь еще на нее попала. Понимаешь? Я знал, что будет отличный бой. Петр великолепный боец. Я его очень-очень уважаю. Тебя удивил его камбэк в прошлом году? Он потерял пояс, потом у него была довольно неудачная серия, потом он вернулся, попер наверх. Я бы не называл это неудачной серией. Скорее, невезением. Иногда решения судей были не в его пользу. Но он дрался феноменально. Поэтому меня вообще не удивляло, что он останется где-то рядом с вершиной. И в любой момент он сможет воспользоваться этой возможностью. Он же не становился хуже. И легких боев у него не было. И можно смело утверждать, что некоторые из тех боев он выиграл. Так что меня его камбэк не удивил. Через 2 месяца у него трилогия с Мирабом. Как думаешь, это пойдет, если оба они подойдут готовыми на 100%? Знаешь, я думаю, что Мираб... В прошлый раз он тренировался не самым умным способом. Я слышал, что именно он делает. Мираб из тех, кто пашет без остановки. Петр Ян, как мне кажется, тренируется умнее и жестче. Работает с головой, работает тяжело. А Мираб, он просто загоняет себя. А потом выходит и делает еще раз то же самое в бою. Если Мираб по-другому подойдет к подготовке, у него будет намного больше шансов выиграть третий бой. И думаю, он способен это сделать, просто ему нужны правильные советы. Ключевое здесь кардио. Ты видел его в бою с Сихуда? Так что в этом бою я немножко склоняюсь к Мирабу. Мы еще не видели боя между Петром и Мирабом, где оба были в идеальной форме. В первом бою Петр дрался со сломанной рукой. Перед вторым боем Мираб 4 раза сгонял чемпионский вес. Так что он был совершенно вымотан. Из-за этого перетренирован. И я надеюсь, что сейчас мы увидим лучшие версии обоих. Для меня нет сомнений. Петр Ян — мастер всех техник. А Мираб — мастер характера, психологии и тяжелой работы. Они очень разные парни. Оба способны пахать, но в первом бою мы видели, если все превращается в изматывающую рубку, Мираб выигрывает. Если получается техничный бой, где решает хитрость, точность, выигрывает Петр Ян. Возможно, оба варианта, и оба уже случались. Очень жду этот бой. В 2 часах отсюда еще один большой зал у DC в Сан-Хосе. Вы не думали? Он же тоже грэпплер, хотя намного крупнее тебя. Вам не приходила идея устроить грэпплинг-матч? Зал против зала или что-то в этом роде? Хорошая идея. Я люблю DC. Уверен, он открыт для всего. Но для нас обоих это должно быть весело и должно приносить деньги. Если можно сделать что-то, где мы повеселимся и заработаем, без проблем. А иначе мы и дальше будем заниматься своими делами. Фейбер против DC — это довольно громкая афиша. Но я точно не буду выходить против DC. Разве что мы будем использовать других людей как пешек. Хорошо, и последний вопрос. Ты легенда. Спасибо. И ты довольно популярен в России. И что ты можешь сказать своим фанатам, всем фанатам ММА из России? Россия, я с огромным уважением отношусь к тому, что вы привносите в этот спорт. Каждый человек из вашего региона, который приходит в мой зал, характер мирового уровня, техника мирового уровня, стремление мирового уровня. Поэтому для меня русские потрясающие. Спасибо за твое время и хорошего турнира.